Друзья, всем привет! Мы сегодня на самом лучшем канале в Санкт-Петербурге, на самом лучшем канале с названием Алга Петербург в Санкт-Петербурге. И мы сегодня поговорим с вами о современной музыке. Это очень интересная тема, потому что у нас надвигается голосование в пятничном прямом эфире на MTV USA. И нам обязательно нужно понимать, с кем мы будем соперничать. А поможет нам в этом, друзья, интернет. Саша, а кто там конкуренты-то, кстати? Араши и СБ-19, да? Ну, держитесь, поехали. Итак, набираем СБ-19, музыкальная группа. Так, это филиппинская группа из 5 человек, которая дебютировала в 2018 году и состоит из Джоша, Седжуна, Стелла, Кена и Джастина. Первый филиппинский акт, подготовленный корейской развлекательной компанией для дебюта на Филиппинах. Вот так вот. Sony Music Philippines. Награды какие-то у них. Так вот они выглядят. Немного похожи на BTS. Ну ладно. Давайте зайдем к ним на YouTube канал. SB19 Official. 1 миллион и 150 тысяч подписчиков. Круто, молодцы. 69 миллионов просмотров. First ever Filipino boy group trained under a Korean entertainment company. Вот корейцы, получается, впереди планеты всей. Если раньше Америка была законодателем музыкальной моды, то сейчас вот корейские, получается, продюсеры, корейские группы. Ну, все же знают BTS, все знают Blackpink во всем мире. Так же, как раньше все знали Backstreet Boys, например, или Spice Girls. Так что это, конечно, современные, но чисто коммерческие проекты. Ну, конечно, творческие еще тоже. Но вот к какому-то серьезному музыкальному творчеству, наверное, их тяжело будет отнести. Надеюсь, поклонники SB19 на меня сейчас не обидятся, потому что если 1 150 000 на канале, то это, значит, многим нравится. Да и в этом и нет ничего плохого, тем более, что они обогнали, получается, лидера индустрии, они обогнали американские разные группы. Это, конечно, очень круто. Так, следующий Араши. Араши. О, очень похоже, кстати. О, Араши посерьезней. 3 миллиона. И 382 миллиона просмотров. В 2 раза больше, чем на нашем канале Спортман. Мощные ребята, Араши. Араши серьезные конкуренты. 382 миллиона, это очень большая цифра. Давайте загуглим, что за такие Араши. Так, потому что они тоже похожи на корейский бойс-бенд. Араши — это самая популярная группа, о которой вы, наверное, никогда не слышали. Действительно? Я никогда не слышал. Так, а что на Википедии про них написано? Араси. Правильно говорить, Араси. Друзья, Араси — это J-Pop идол-группа из 5 человек, принадлежащая агентству Johnny и Associates. Араси — японская поп-группа из 5 человек. Происхождение Токио, Япония. Создана 15 сентября 1999 года. Это 20 лет. Больше 20 лет группе, ничего себе. Это как наши, если знаете, может, на постсоветском пространстве есть такая группа Иванушки International. Вот у них недавно было 25-летие. Не знаю, можно сравнить Араши с Иванушками International? Им получается лет по 50, наверное, уже. Под 50. Ну, это косметика. Японская косметика, корейская, самая лучшая в мире. Сатоси Оно, Се Сакураи, вот 1980 года, 40 лет. Аиба Масаки, Кадзунари Ниномия, Дзюн Мацумото. Ничего себе, 40 лет, а до сих пор, получается, они бьются на Friday Livestream и в лидерах. Это очень круто. Что-то я вот не припомню, чтобы наши Иванушки International сейчас пошли бы на какой-нибудь MTV. Единственное, что вот последнее я услышал, это то, что Леонид Агутин на Грэмми был номинирован, это мне Саша сказал. Группа дебютировала синглом в 1999 году с синглом Араси.
первый же день было продано 80 тысяч экземпляров. Общее число продаж составило рекордно 560 тысяч экземпляров. В общем, стали популярны по всей Азии. Песни группы можно услышать в дорамах. Ну круто, серьезные конкуренты. Вот есть опытные, получается, и есть такие довольно молодые. Единственное, друзья, что не могу включить вам послушать музыку, потому что в связи с авторским правом мы можем получить предупреждение от правообладателя, поэтому мы не будем рисковать. Но вы можете на YouTube посмотреть их песни, они в свободном доступе. Но мне показалось, что, конечно, к какому-то серьезному творчеству такая музыка не очень имеет отношения. Это, скорее всего, как коммерчески популярные проекты, которые действительно нравятся молодежи, и с Димашем, наверное, тяжело сравнивать вот эти две группы, Араси и SB19. Но тут важно сказать, что это все-таки не они к нам пришли, а мы пришли к ним. И, соответственно, нужно с ними знакомиться, нужно уважать их. Соперника надо всегда уважать. Но будет круто, друзья, если мы сейчас в нишу в эту войдем, вот, познакомимся там со всеми, постепенно займем первое место и пойдем дальше. И вообще, Кевин, он толковый парень, это сразу видно. Так что будем ждать, конечно, и вот пятничного голосования, и будем ждать интервью на MTV USA. Всем удачи, друзья, еще увидимся. Алга Петербург, Алга Димаш. Саша, Араше надо говорить, Алга? Ну, надо же пожелать удачи сопернику. Ладно, да, давай вот так. Араши и СБ-19, ну, молодцы. Ладно, всем пока.